Всем привет, дорогие друзья! Сегодня первый день распродажи на сайте AliExpress. И я вас хочу познакомить с новым магазином. Это молодой магазин, недавно открылся. Вот так называется. Можно подписаться в этом магазине и получать уведомления о поступлении новых товаров. Вся фурнитура в этом магазине с покрытием драгоценных металлов 18 карат и выше. Ну и давайте посмотрим, что я выбрала в этом магазине. Много интересного и новинок для меня. Ну а этот товар я покажу сразу. Это пены. Это расходный материал, который я всегда пополняю свои запасы. Вот с шариком пены выбрала. И в форме гвоздика. Ну и с петелькой, как мы любим закручивать пины. Мне понравились вот эти пины очень. Даже здесь сейчас я вам покажу. Уже не буду раскрывать, шуметь. Я достала вот такие гвоздики. Что мне понравилось, здесь шляпка, она посередине располагается. Так как раньше покупала я и бронзовые, и медные, всегда у них головка, эта шляпка расположена не по центру. А здесь мне понравилось. Сейчас я возьму, наверное, бусинку, покажу. Ну, этого, наверное, не видно будет. Здесь отверстие очень большое в бусинке, и она проваливается. Вот такая плоская шляпка. Иногда бывают нужны такие пены. Хорошее качество, мне понравилось. И все пены 0,6 мм толщиной. Гвоздики мне понравились, так как металл довольно-таки твердый. Сгибаю пальцами, но с трудом. Хорошие пены мне понравились. Так, ну и еще покажу бусинки проставочные. Тоже всегда их подзаказываю, так как расходный материал. У меня они быстро заканчиваются. Я часто их использую в украшениях между бусин. И разных размеров можно выбрать. По 100 штук идет в наборе. Качество отличное. Следующее я покажу вот такие вот удлиняющие цепочки. Тоже я уже покупала в другом магазине и все израсходовала. Здесь на окончании есть вот такие сердечки и капельки. Можно выбрать или то, уже с карабинчиком. Просто крепим к бусам на окончании, и очень красиво смотрятся такие удлиняющие цепочки. По-моему, по 5 штук или по 10 можно выбрать. Ну и давайте посмотрим застежки, замочки, кто как называет. Вот такой замочек, застежка. Впервые покупаю. Таких я и не видела. Очень мне понравилось качество. Здесь одна припаяна к застежке вот эта шапочка. Здесь есть перекладинка, к которой можно прикрепиться. Ну а эту можно снимать в сторону. И вот так открывается. Эти детальки все в стразиках. Ну, как написано, кубический цирконий. Хорошо застегивается. Здесь можно еще и подвесить кулон. И поставить впереди такой красивый замочек. Посмотрите, очень красивый. Вот такая застежка. Посмотрите, какая прелесть. Цветочек. Здесь тоже есть перекладинка, к которой крепимся. Здесь уже стразиков нет на самой застежке. Гладкая, ровная. И вот так крепится. А еще я подумала, что можно сделать бусы, прикрепить здесь. Ну а поставить посередине такой цветочек, как подвеску, например. Сделать с этой застежкой съемный кулон. Можно прикрепить здесь все, что вам нравится. Кисточку сделать или бусинку.
И можно снимать, а можно носить просто цветочек. Здесь в серединке, как вы видите, крупный камень. Очень красивая. Ну, конечно, можно и применить и в браслетике такую застежку. Следующая застежечка маленькая, аккуратненькая. Вот так выглядит. Здесь с двух сторон снимаются вот так. Здесь нет стразиков, а на самой центральной части есть стразы. И посмотрите, как смотрится здорово. И удобно раскрывается. Можно ставить такой на браслетик. Ну, конечно, можно и поставить в бусы какие-нибудь дорогие камни. Выбрать и поставить такую застежку. И вот такая еще застежка, сердечко. На сердечке есть отверстие, куда можно прикрепить тросик. Также я подумала, можно сделать бусы с таким сердечком, а вот эту деталь сделать съемной. И будет впереди сердечко. Если хотим подвесочку, можно прикрепить. Можно даже вот так использовать такие застежки. Здесь уже побольше диаметр, куда можно вставить бусинку. Бусинка 8 миллиметров хорошо становится и проваливается. И не будет видно ни тросика, ничего. Вот что удобно. Сама перекладинка ниже расположена, и поэтому бусинка хорошо ложится. Вот такая красивая застежка. Здесь все усыпано стразами. Но это цирконий, все кубический цирконий. Замочки, тоглы. Звездочки выбрала в этот раз. Посмотрите, какая прелесть. И здесь видно, что это перламутр. Очень красивые. Вот так сзади смотрятся. Посмотрите. Аккуратно все. Нет никакого брака. От 2 и, по-моему, до 4 или до 6 можно выбрать. Ну, как всегда, если больше мы берем, дешевле выходит. Поштучно дороже. Вот такой тогл. Что мне здесь понравилось? Здесь есть петелька, которой можно прикрепить какую-нибудь подвеску. Первый раз я такую выбрала, у меня еще такой не было. Это новый, наверное, вариант такой. Здесь мы крепим бусы с этой стороны. Палочку мы снимаем. И к палочке мы крепим уже вторую часть бус. Ну а здесь петелька внизу расположена будет. И здесь можно прикрепить подвесочку. Я так думаю. Использовать такой тогл. Впереди поставить. Интересный вариант. Вот этот мне очень понравился. Нежный, аккуратненький, маленький. И на палочке есть цветочки на краях. Посмотрите. И здесь в серединке стразик. Сверкает. Цветочек тоже усыпан и блестит, сверкает. Маленький, аккуратненький. Вот так сзади выглядит. Ну, браслетики, бусики. Это все будет очень красиво выглядеть. Вот этот цветочек мне тоже очень понравился. Здесь вот, как вы видите, один стразик. И мне понравилось и с этой стороны. Тоже красиво смотрится. Это обратная, наверное, сторона. И здесь тоже аккуратно все выполнено. И тоже стразик видно. Если даже и перевернется. Очень красиво с двух сторон. Вот этот красивый очень тогл. Это замочек магнитный в форме сердечка.
очень маленький, но магнитик слабый. Только впереди ставить, скорее всего, можно какие-нибудь маленькие бусины придумать или на цепочку прикрепить. И раскрываться будет у вас впереди украшением. Вот такой аккуратненький маленький замочек. Видно вам, да, здесь? Вот такой магнит. Вот такая подвесочка. Здесь ангелочек из золота. Ну и перламутровая идет вставка. Вот так смотрится сзади. Такой маленький, аккуратненький кулончик. Можно и на цепочку, можно и бусики сделать перламутровые, маленькие. Тоже будет очень красиво. Выбрала вот такую цепочку. Здесь метр, продается по метру. Вот такая витая, закручивается. Думаю, применить какие-нибудь кисточки, когда я буду делать. Можно несколько рядов, ну а возможно и одну только кисточку сделать из цепочек. Посмотрите, если полностью одна цепь, красивую взять шапочку или колпачок золотой и подвесить такую кисточку. Она очень тоненькая, 1,7 мм, но у меня есть такие колечки. Не зря мы покупаем тоненькие маленькие колечки. Я уже показывала вам в распаковках каких-то. Я покупала такие колечки, и здесь можно прикрепить. И выбор был цепочек разных, не только такая. Можно, конечно, и сделать цепочку, прикрепить карабинчик и кулончик. И вот так будет смотреться. Хорошее качество цепочки, мне понравилось. Это коннекторы, очень красивые. Когда-то я такие уже покупала. Здесь цветочек, четырехлистник. И есть 3 отверстия. В основном применяют такие на браслетики, на украшения, как разделители. Можно и трехрядное сделать из маленьких бусин. Можно и двухрядное сделать. Прикрепиться вот в эти отверстия боковые. Я планирую украшение сделать 2- или 3-рядное из маленьких бусин и вот эти применить коннекторы. Теперь думаю, хватит ли мне 4 штучки. Надо было 6 брать. Это проставочные бусинки 4 миллиметра, но они вот такие граненые, посмотрите. Красиво смотрятся. 10-20 штук можно выбрать. Взяла 10 штук посмотреть, как они будут смотреться. Мне понравились. Я думаю, если между бусин поставить, очень будет оригинально выглядеть. И будут сверкать. Они как настоящие прям бусинки золотые. И вот такие еще разделители. Помните, я покупала уже и показывала вам такие бусинки. Только одинарные. Здесь они уже спаяны вместе, двойные такие. Можно в браслет ставить, можно в украшения соединять 2 ряда. Внутри идет силиконовая прокладка. И вот посмотрите, как они выглядят. Можно соединить двухрядные бусики. Маленькие, когда мы делаем из маленьких бусин, или в браслетик соединить. А еще, я думаю, можно на серьги-гвоздики закрывать, если гвоздик будет потолще, не такой, как на пине.
можно применять как заглушку, а в нижнюю бусинку сделать подвеску, любую подвеску. И когда мы закрываем гвоздик, у нас еще и получается подвеска. Так тоже можно придумать. Это 4 миллиметра бусинки. И можно выбрать, по-моему, от 10 до 20 штук. Это колпачки. Мои любимые колпачки. Часто их использую в украшениях и быстро заканчиваются. Ну, многие, наверное, уже знают и покупали такие в других магазинах, так как они продаются, по-моему, по 20 штук. Ну, а в этом магазине я нашла количество от 30 штук до 50 можно выбрать. И такая же цена, как в других магазинах. В основном я использую на серьги такие колпачки или под бейл. Если я делаю вот такие украшения, хорошо становится бейл немного побольше, когда кулоны я делала. И ставила такие колпачки вот в таком положении. И здесь хорошо проходил бейл, и он держится, не двигается. Вот такие колпачки многофункциональные. Подходят к любой бусинке диаметра, я имею в виду. И часто я их использую. Вот такие серьги, крючки, довольно-таки крупные, но я люблю такие носить. Но и многие тоже спрашивают, просто крючки без замочка, без застежки. Посмотрите, они крупные, 28 миллиметров. Купила посмотреть, как они выглядят и хорошего ли качества. Продаются они от 10 штук до 20. Ну, понравились. Здесь, как вы видите, вот так выполнено. Плоско. Ну, а когда мы наденем, и практически не видно будет и сережек. Ну, а здесь уже подвесить можно все, что вам нравится. И бусины, и подвески. Очень красивые. Надел, и все. И удобно. Я уже пробовала надевать. Хорошо. Смотрятся они очень легкие. И здесь можно подвесить любую бусинку. Хорошее качество. Выбрала вот такие подвесочки. Очень понравились. Посмотрите, здесь как будто бы стразовая цепочка. Здесь она спаяна и прикреплено вот такое колечко, к которому можно прикрепить швензу. И они вот так подвижные. Будут двигаться в серьге. И длина палочек 4,5 сантиметра. Вот так выглядит с обратной стороны. Понравились мне эти подвесочки. Серьги, крючки. Я не выписывала, мне положили подарочек. Так как у меня даже и нет бусин с одним отверстием. Как вы видите, здесь идет штифт. Вот такой маленький, коротенький. Здесь предназначено для вклеивания бусинки. Здесь, посмотрите, цветочек весь усеян цирконием. И я нашла у себя вот такие капельки с маленьким отверстием. Это под жемчуг. Отверстие здесь очень маленькое. И как раз хорошо у меня проходит этот штифт. Я вклею штифт, и у меня будут вот такие серьги. Ну, а с этой стороны как закрыть отверстие? Просто берем пин, можно вот такой, с бусинкой штифт взять, можно плоский взять. Вот видно вам, да? Мы его обрезаем и вклеиваем в бусинку. И у вас будет вот такое окончание и закрытое отверстие. Ну, а с этой стороны уже вклеиваем штифт. Вот так они смотрятся сбоку. Вот эта деталь, в которую вставляем сам гвоздик, длинный. Потерять трудно будет серьги. Ну, качество мне понравилось, хорошее. Здесь можно побольше, конечно, бусинку. Я думаю, будет и лучше выглядеть. Ну, такую крупную клеить. Но у меня, к сожалению, нет таких бусин. Ну и спасибо за подарочек.
Вот такой у меня сегодня был интересный обзор. Если вам понравилось что-то, все ссылки будут под видео, заходите, смотрите, подписывайтесь в этом магазине. Я думаю, ассортимент будет пополняться. Ну а если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч, всем пока!